Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я продолжаю серию тематических раскладов по вашим заявкам. В первую очередь обрабатываю заявки из Инстаграм. Сегодня будем смотреть такую философскую тему, что вам мешает быть счастливым. Почему именно мешает, а не хватает для счастья? Почему именно такая формулировка? Потому что у каждого это будет что-то свое. У кого-то окружение, у кого-то, допустим, родственники, у кого-то не устроена личная жизнь или отсутствие реализации в работе. То есть мы будем смотреть это для чего? Для тех, кто, допустим, не может разобраться, ну, из серии, вроде бы все хорошо, но вот, знаете, хочется повеситься, да, то есть вы не можете понять, в чем нюанс, в чем причина. А для тех, кто знает, это возможность подтвердить свои догадки, посмотреть, что со всем этим делать, как с этим работать и постараться изменить ситуацию. Работаю сегодня с эфирным Таро. Для тех, для кого будет актуально и кто хочет посмотреть обзор колоды, ссылочка будет под видео в описании. Но мы приступим. Я выложу всего 8 вариантов. Вы можете настроиться визуально, то есть выбрать одну из карт, а можете прикрыть глаза, расслабиться и представить, выбрать один из 8 вариантов с позиции нумерологии. То есть делайте так, как вам комфортно. Постарайтесь отключить гаджеты во время просмотра. Может быть, кому-то необходимо включить расслабляющую музыку. Сделайте так, чтобы вас никто не тревожил, ни ваши домочадцы, ни ваши питомцы. И приступим с вами. Итак, что же вам мешает быть счастливыми? Первый вариант, второй вариант, третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Я сейчас выложу карты так, чтобы вам было все хорошо видно, чтобы они все помещались в экран. Если вам нужно дополнительное время для того, чтобы настроиться, определиться, прочувствовать, нажмите паузу, сделайте глубокий вдох и выбирайте душой, выбирайте сердцем. Ну а мы с вами приступаем к чтению карт. Для тех, кто у нас выбрал первый вариант. У вас, что вам здесь мешает? Сейчас я буду уточнять, смотреть, но основной посыл. Или, в принципе, работа, карьера, когда вы замужем за работой, да, женаты на работе. Или, может быть, отсутствие реализации в этой нише. То есть у каждого здесь будет по-своему, я буду уточнять и буду прояснять. Но именно вот эта составляющая очень негативно отражается на всех сферах жизни. Что здесь конкретно? Ну, вот смотрите, по четверке чаш, то, что здесь я вижу. Отчаяние из-за чего? И дно колоды восьмерка мечей. Это работа для кого-то на нелюбимой работе. То есть вы не можете найти свою реализацию, свое предназначение, свой смысл жизни, посыл. То есть работать не просто ради денег, а хочется работы и реализации для души, чтобы это была и польза вам, и польза другим людям, и ваше окружение, вашему, да. Я спрашиваю, есть ли здесь ситуация, что у вас нет работы, то есть, может, вы безработный, да, думал об этом, может быть и такая ситуация. Нет, здесь речь не об этом. Здесь этот вариант исключительно подходит для тех, кто, во-первых, является трудоголиком, у кого из-за этого полностью разрушена личная жизнь, то есть она не выстраивается, не строится. И более того, для тех, кто еще здесь... Ну, знаете, как работает не по призванию, потому что карты здесь показывают четко, это ситуация, которая, ну, отравляет вам жизнь, ваше существование. Вы не понимаете, что со всем этим делать, как найти реализацию, как сделать так, чтобы, допустим, времени хватало на все сферы жизни, в первую очередь на построение личной жизни. Но давайте будем смотреть, можете ли вы здесь что-то исправить, можете ли вы повлиять на ситуацию, что-то здесь исправить. По аркану повешенный. Это не зависнуть, да, в этой ситуации, принимать ее в позиции жертвы. Нет. Это нужно смотреть философски на все происходящее под другим углом. Конкретно, каким образом. С духовной либо философской точки зрения. Почему вы проходите этот урок. И туз жезлов – это искать новое начало. Повешенный – это углубиться в вопросы эзотерики. Я не говорю, что вы самостоятельно должны изучать, хотя может быть и так. Или обратиться к кому-то из практиков, которые вам помогут, ну, знаете, как дадут вектор движения. Ну, например,
астролог или нумеролог, который просчитает, к чему у вас есть задатки, к чему есть потенциал. В своей нише вы работаете, а может вам совершенно нужно в другое русло. То есть в первую очередь здесь попытаться найти для себя ответы на вопросы, кто вы и что со всем этим делать. Вот поэтому здесь такой философский подход. По повешенному это, конечно, ситуация будет длительного порядка. То есть это не так, что вы раз там за неделю все решили и определились с тем, в чем вы должны быть реализованы. То есть это долгий путь, но тем не менее путь, который будет оправдан, потому что по тузу жезлов это новое начало, это новое русло, это новые перспективы. Здесь вот дополнительно дотягиваю, видите, потому что сейчас вы тянете на себе груз обязательств. То есть работа не ради удовольствия, да, а работа, ради заработка, как работает большинство лиц. То есть мы работаем ради денег, для того, чтобы закрывать базовые потребности, выжить, содержать свою семью, своих близких. И, как следствие, у вас просто нет времени и ресурсов для того, чтобы развиваться в других плоскостях. Ну, например, вопросы личной жизни. Потому что 4 пентаклей – это попытки удержаться за стабильность, финансовую составляющую, решить какие-то финансовые вопросы. Опять же, накопить ресурсы для реализации какой-то цели. Может быть, для кого-то покупка недвижимости или там закрытие каких-то долгов. Может быть, даже не ваших, может быть, ваших близких и родственников. Но здесь карты говорят конкретно об этом. Посмотрим, если вы последуете карте Таро и все-таки будете в первую очередь искать свое призвание, то есть определяться, в какой же нише вам структурно работать, в какой развиваться. 5 жезлов – это будет внутренняя борьба, то есть это будет непросто. Во-первых, это, знаете, вопрос принятия, а стоит ли, а пойдет ли, а получится ли, потому что, видите, паж пентаклей – это, в принципе, получать новый опыт. Кто-то не захочет это делать или что-то менять в силу своего возраста, по принципу, ой, да мне уже поздно, не хочу этим заниматься. Я утрированно, вдруг вы там всю жизнь мечтали быть ветеринаром, открыть свою ветклинику, посвящать свое время животным, да, питомцам, то есть дарить им и помощь, и спасение, какую-то радость. Но вы не готовы идти этим путем, потому что будете считать, что это нерентабельно, что здесь вы не сможете достойно заработать и так далее и тому подобное. Вот это в первую очередь вам нужно прорабатывать самостоятельно или хотите с психологом, те установки, которые вам мешают жить. Вот от них вы пока не можете избавиться. Получится ли? По 8 пентаклей тяжелый труд, который будет оправдан. То есть если вы приложите к этому усилия и постараетесь что-то в своей жизни изменить, получится. Потому что, видите, по тузу мечей это отсечь. Вы сможете отсечь этот болезненный вопрос, эту ситуацию. Как следствие, поменяете свою жизнь кардинальным образом. И видите, по 8 жезлов это не то чтобы хаос, это очень быстро все в вашей жизни начнет меняться. Очень быстро. То есть изменения затронут действительно всю вашу жизнь. Потому что если раньше вы были в состоянии застоя, трясины, покоя, потому что по 4 мечей это как день сурка, ничего не менялось, и вы по сути от этого устали, то теперь этот период пройдет. У вас, видите, появятся силы войти в этот хаос, кардинальным образом менять свою жизнь, наполнять свою жизнь, видите, вітрила своего життя повітрям. У вас даже, смотрите, 6 мечей. У кого-то может быть, знаете, как решение или что-то вас подвигнет на переезд, что поменяет кардинальным образом еще вашу жизнь. Потому что здесь это выйти из правил, выйти из рамок. Прислушиваться к себе, потому что интуиция, она вас здесь не подводит. Вы просто пытаетесь ее глушить. Хорошо, по рыцарю чаш это позитивные изменения, которые дают толчок. И в плане реализации, то есть действительно вы реализацию здесь в жизни найдете. И будете, знаете, как наполнены, счастливы от этого вопроса, от этого момента. И самое главное по личной жизни, смотрите, аркан маг. Будете управлять своей судьбой и колесо фортуны. Фортуна вам здесь улыбнется. И личная жизнь здесь пойдет на поправку. Поэтому, мои хорошие, вот у тех, у кого здесь первый вариант, вы знаете, над чем работать, куда стремиться, что со всем этим делать. Самое главное не опускать руки и не отчаиваться. Везет тому, кто сам везет, вы помните об этом. Поэтому самое главное действовать и не отпускать эту ситуацию. Пишите в комментариях, так ли у вас на текущем этапе, интуитивно, корректно ли вы выбрали свой вариант и согласны ли вы с тем, что вам рекомендуют карты. А я перехожу ко второму варианту. Так, 5 мечей. Что вам мешает быть счастливым?
Здесь, во-первых, у кого-то, в прямом смысле слова, это геополитическая ситуация, это война, которая разрушила все. То есть люди здесь могли потерять многое, начиная от вопросов имущества, здоровья, работы, близких. Потому что, видите, 5 мечей — это ненависть, которая в вас кипит, сидит. Это желание мести, это желание возмездия. Это действительно ситуация, обстановка, которая разрушила все. Могут быть также враги, которые поломали вам жизнь. И здесь еще может быть по ситуации наличие деструктивных программ, которые, по сути, вам что-то в жизни кардинальным образом, знаете, как поломали судьбу или поломали то, что вам предназначено. Вот сейчас я эти моменты хочу для себя уточнить, что же здесь конкретно. Мир, дьявол и рыцарь Пентаклей. Здесь в первую очередь ситуация идет о геополитической ситуации. То есть я не вижу здесь вопросы прямого деструктива, чтобы это речь шла о деструктиве, который поломал вам жизнь, или о врагах. Нет. Здесь это ситуация, на которую по рыцарю Пентаклей вы повлиять не в силах. То есть от вас это не зависит. Это вот зло, которое, по сути, поглощает весь мир. То есть и влияет на вас, на вашу текущую ситуацию. Сложно все это. Давайте смотреть, можете ли вы повлиять на эту ситуацию, на этот вопрос. Аркан сила. Можете войти в этот хаос и эту ситуацию изменить. Каким путем? Уж меня простите, но здесь, видите, у вас корабль в пучине страстей. Сила и дно колоды солнца. У вас это дело не только выстоять, у вас здесь все-таки идет вопрос переезда. Потому что и здесь это будет карта движения, и здесь карта движения. Это переезд. Да, это сложное начало с чистого листа. И для многих, кстати, по солнцу это может быть переезд в более теплые или жаркие страны. Но здесь это, чтобы поменять ситуацию и воспрянуть духом и жить наново. У вас даже снова, видите, 8 жезлов, карта скорости, карта переезда. Увы, но факт остается фактом. Здесь нужно переезжать. Оставаться там, где вы находитесь на текущий момент в этой ситуации, вы только все усугубляете, текущее положение вещей. Это не значит, что всем, кто в зоне конфликта, нужно уезжать. Я говорю конкретно за ваш вопрос, за вашу ситуацию. Понимаете? Потому что у вас по энергии, по карме идет именно такое развитие вопроса. Хорошо. Потому что, смотрите, 3 чаш, 2 жезлов и башня. Это, знаете, как делать выбор в пользу счастья, в пользу стабильности, в пользу структуры. Башня здесь не разрушена. Да, смута, да, здесь переживание, но здесь выстоять. И то есть искать для себя альтернативу, где у вас будет стабильность. Потому что башня здесь имеет несколько иное значение. Получится ли у вас, если вы последуете совету, рекомендациям Таро? 9 пентаклей, 10 чаш и король пентаклей. Вы сможете подняться с нуля, начать. У вас здесь будет и стабильная счастливая жизнь, и заработок, и доход. И в принципе по королю пентаклей это, знаете, как шанс на стабильное счастливое будущее. То есть вы будете уверены в завтрашнем дне, а для вас это дорогого стоит. Поэтому здесь действительно стоит задуматься над этим и подумать, поменять вам все-таки свою жизнь или нет. Конечно, все зависит от вас. За вас карты не могут принять решение, но рекомендацию, я думаю, вы услышали. Поэтому, двоечки, от вас жду обратной связи в комментариях. Так ли это? Корректно ли вы выбрали вариант? Прочувствовали ли вы ситуацию? Напишите, пожалуйста. А я буду переходить к тем, кто выбрал 3-й вариант. Так, что у вас здесь по 8 чаш? Эмоционально-депрессивное состояние, жизнь на паузе, отток энергии, упадок сил. У кого-то это может быть связано, так, ряд причин, которые у вас здесь могут быть. Первое, это состояние здоровья, да, которое влияет на все, то есть опускаются руки. То есть не обязательно деструктивная программа, это может быть изменение гормонального фона, все что угодно. Второй нюанс, это вы не на своем месте. То есть, например, переехали вы, где вы для себя видели золотые горизонты, не смогли адаптироваться, не смогли найти свою нишу, понимаете, вот тоскно, вот не можете, вы не тянете, вот это вас душит, гложет. И 3-й нюанс, это по 8 чаш, это когда вы оплакиваете какую-то потерю. Не обязательно потерю в физическом плане, что кто-то, не дай бог, умер, хотя может быть и такой вариант. Это может быть ситуация ухода, когда вы цепляетесь эмоционально за ситуацию прошлого, не готовы его здесь отпускать и, как следствие, сами себе отравляете жизнь. Ну, давайте смотреть, что же здесь у вас
конкретно по ситуации. Что здесь более вероятно? В чем причина? Здесь все-таки о чувствах. Здесь о чувствах, потому что, смотрите, влюбленный, девятка чаш, королева жезлов, это невозможность отпустить ситуацию, отпустить человека, с которым, ну, как вам казалось, вы ощущали себя счастливыми. И неважно, мне смотрит сейчас мужчина или женщина, карты здесь говорят о том, что вот вы полностью эмоционально залипли, вам это не дает покоя, не дает зоны комфорта, все, вы в этом растворяетесь, и у вас здесь как раз идет депрессивная составляющая, которая влияет и на здоровье, и на, как следствие, на остальные сферы жизни. Потому что если вы находитесь эмоционально в оттоке, ну, то есть вся энергия уходит в переживание, конечно же, у вас не будет ни сил, ни ресурсов на работу, на попытку построить новые отношения, на реализацию, на хобби, там, на детей, на близких, на все что угодно, даже на друзей. Вы здесь, у вас все мысли, как вернуть, как вернуть. Вот у вас, понимаете, здесь речь идет об этом. У вас это внутренняя борьба и сопротивление, которые здесь, ну, никак не могут завершиться. Вот у вас просто горит огонь пламени. Не можете пока это отпустить. Хорошо. Что вам со всем этим делать, с этой ситуацией? Что вам со всем этим делать? Императрица. Для девушек, для женщин по императрице. Вот как бы сейчас это банально не прозвучало, полюбить себя. Поймите, услышьте меня. Почему? Императрица – это акцент на себя. По семерке чаш на реализацию своих желаний. А именно молодость, красота, здоровье, внешний вид, реализация, карьера, самодостаточность. Вот когда вы будете это все прорабатывать, как назло врагам, назло всем окружающим, вы сами не заметите, как вы обретете новый статус. Здесь станете супругой. Причем здесь у вас действительно будет тогда счастливая личная жизнь. Для мужчин, что здесь? По императрице. Возможно, прислушиваться к словам матери или женщины вашего рода и понимать, что жизнь на этом не завершается. По семерке чаш здесь есть еще варианты. Более того, вы сможете найти свой идеал, вот тот, который искали. Ту женщину, которая вас полюбит, поддержит, поможет, которая вас будет видеть действительно абсолютно все, смысл жизни. Только вы не готовы пока, знаете, над этим работать. Хорошо, каким образом это вам прорабатывать? Да? Четверка жезлов, шестерка жезлов и звезда. Идти за мечтой, идти в первую очередь за реализацией. Это касается вопросов карьеры или достижения, пусть маломальских, но материальных целей. Например, четверка жезлов, шестерка жезлов, звезда – это самоутвердиться. Например, приобрести жилье, переехать в новое, более статусное жилье, новые цели, новые горизонты. Вот если у вас прошлый партнер или партнерша тормозили, то вот здесь сейчас есть возможность ухватить шанс и всю свою энергию реализовать в плане достижения пусть маленьких, пошаговых, но целей, задач, желаний, мечт, которые вы себе прописывали. То есть вам крайне важно переключить фокус внимания на новые задачи. Вот только вы будете это делать через усилия, через тяжесть, через сложности. Вы будете смотреть, как будет меняться ваша жизнь. Хорошо. Сможете ли вы достичь результата, если вы будете здесь следовать совету карт Таро? Ну, выпала карта Император. Если смотреть для девушек, для женщин, смотрите, Император, Паж Пентаклей, Суд. Здесь будет обретение партнера, с которым будет стабильная официальная семья, дети, быт. Ну, что здесь еще нужно? Видите, вот как видите родовую паутину. Для мужчины это как раскрыть свой потенциал, реализовать себя в статусе супруга или отца, построить крепкую семью. Поэтому не туда вы вкладываете свою энергию. Не в прошлое надо и там какие-то переживания эмоциональные, а в реализацию, раскрытие себя. Да, сложно, но это возможно. Пошагово, поэтапно все получится. Последуйте совету карт Таро, будет у вас совершенно другая реальность, другая картина жизни. Более перспективная и продуктивная. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, что вам мешает быть счастливыми? Ой, вот вы мои интроверты. Отшельник. Сейчас объясню, что здесь у вас идет такое. По отшельнику. Сейчас объясню, почему так сделала акцент в этом варианте. Я его выбрала сама, поэтому мне было интересно тоже. Вот в яблочко. Не то, что мне мешает это быть счастливой, я буду интерпретировать с позиции своей ситуации, но и подтягивать одномоментно ту ситуацию, которая может быть у вас.
Человек закрыт от социума. Иногда это мешает реализовывать какие-то вещи. Но если вы эзотерик по отшельнику, я думаю, прекрасно вы знаете, большинство эзотериков закрытые люди. Не с позиции, что мы там не любим людей, да, не любим с ними общаться. Слишком много этого общения, поэтому хочется максимальной закрытости, отдыха, восстановления и времени для себя. Вот у меня, как у мамы, как у супруги, конечно, времени на себя крайне мало. И хочется чисто женского полежать там, посмотреть фильмы, не знаю, выпить кофе, заняться какими-то своими женскими там безделушками, практиками, но не всегда на это есть свободный ресурс. То есть вам, первое, может не хватать именно времени на себя, на осознанное одиночество, на осознанную самодостаточность. Это первый момент. Второй нюанс. Кому-то здесь могут, ну не то чтобы отравлять жизнь, давайте назову так, искажать ее или менять возрастные пожилые родители, из-за которых вы привязаны, не можете реализовать себя в других сферах, в других нишах. Третьи из вас здесь могут ставить себе установки, что мне возраст не позволяет себя уже в чем-то реализовывать, в какой-то сфере или в какой-то нише. То есть я для этого слишком стар или стара. У некоторых могут быть такие мысли, или мое время упущено, слишком поздно уже что-то пробовать, начинать и прочее. Будем смотреть, что здесь по факту. Ну, или кто-то здесь может действительно ощущать себя одиноким. По принципу не клеится личная жизнь. Давайте смотреть, что же здесь по факту. Потому что, как вы видите, градаций, ситуаций великое множество. Вот, знаете, тянуло для себя. Поэтому, четверочки, не обижайтесь. Здесь конкретно меня поймут. Это речь про эзотериков. Потому что жрица, туз чаш, тройка жезлов. Не хватает времени на себя любимую, на реализацию того, чего хотите. Потому что работа, быт, дети, там задачи, какие-то нюансы. В общем, не хватает больше времени на какие-то свои личные цели и задачи. Здесь не про возрастных людей, которые мешают вам жизни. Здесь не про одиночество, потому что здесь я не вижу проблем с личной жизнью. Это конкретно речь всех, не знаю, там карьеристов, всех эзотериков или просто людей-интровертов, которым нужно больше времени быть одним, отдыхать, восстанавливаться, наполняться. Потому у вас здесь такая ситуация, такая задача. Ну, давайте посмотрим, как вам это проработать, что со всем этим делать. Как это проработать? Как это проработать? По пятерке чашек говорю, никак. Прими ситуацию. Ладно, если серьезно, смотрите. Пятерка чаш, двойка чаш и паж мечей. Проанализируйте ситуацию, выходите из состояния отчаяния, что вы не идеальны, что-то не успеваете, и вот по этой карте это пытаетесь что-то делегировать во второй половине или вашим близким, вашему окружению. То есть какие-то задачи, какие-то аспекты, чтобы высвободить как время то, которое вы можете для себя, или просто для кооперации с кем-то. Ну, например, админ, или, может быть, какие-то там помощники по дому, или что-то еще. То есть в этом случае у вас не будет здесь самоедства, что вы что-то не закрываете, в чем-то не идеальные, не успеваете это выполнить, но вместе с тем и вы довольны, как и овцы целые, и волки сыты. Поэтому здесь ваша задача не пытаться контролировать все самостоятельно, потому что пятерка чаш, двойка чаш – это не желание кому-то что-то делегировать. Если за мной такой косяк, если, допустим, ко мне применить, не могу сказать. У меня, в принципе, всегда были помощники по дому, потому что без них я бы не справилась. Но есть какие-то вещи, которые, да, хочется контролировать самой. Это правда. То есть от этого пока избавиться не могу, от этого убеждения. Так, ладно, хорошо. Все-таки, если это полностью доверить третьим лицам, к чему это для вас приведет? Итак, смотрите. Будем анализировать с вами. Если будете делегировать это третьим лицам. Двойка мечей, вопрос для вас закрыт. Но семерка пентаклей, тройка мечей, это может быть ситуация разбитого сердца или разбитых ожиданий, что кто-то это выполняет не так, как бы вам это хотелось. Ну, к примеру, я там контролирую, как выполняют уроки мое чадо, как там все, насколько структурно сделано. Это можно, допустим, доверить репетитору, да, можно. Но вот я не хочу. Потому что мне кажется, что лучше, чем я, это не сделает никто. С таким подходом разжевать, в рот положить, объяснить все. Ну, понимаете, это какие-то сугубые убеждения. И мне, вот, допустим, это наши ситуации, навязанные нам, которые нам разбивают сердце. Но если все-таки последовать совету карт,
Король Пентаклей, да, это финансовые траты. Ну, допустим, на персонал, на помощь, на делегирование. Но семерка чаш и маг освобождается время на самих себя. Видите, маг сам себе хозяин. На реализацию желаний, на воплощение целей, идей, задач и даже на увеличение заработка. Понимаете? Поэтому, ну что ж, селяви. Будем работать в этом направлении. Так, кто выбрал 4-й вариант, мне тоже интересна ваша точка зрения. Напишите мне, как у вас в жизни отыгрывается, отзывается этот вариант. Мне будет крайне интересно. Так, давайте смотреть, что же у нас здесь дальше. Для тех, кто выбрал 5-й вариант, что вам мешает? Так, аркан смерти. Значит, в прямом смысле слова в вашей жизни могут произойти какие-то кардинальные неблагоприятные перемены из-за физической смерти, то есть потери кого-то там из окружения, из близких. Это то, что кардинально вас могло сломить, ну, как следствие, да, негативным образом на вас отразиться. Дальше, у кого-то это может здесь быть ситуация, ну, не дай бог, вашей клинической смерти, да, после которой жизнь поделилась на до и после. Еще здесь может быть вопрос деструктивных воздействий, влияний. И как следствие по этому аркану у не всех, но у некоторых из вас это неприятие перемен. Ну, в основном, наверное, это касается земных знаков, то есть по принципу Телец, Дева или Козерог, да, потому что мы слишком консервативны. Но, тем не менее, как показывает карта, это может касаться других знаков зодиака. Я хочу прояснить, что здесь по факту. Какая здесь на самом деле ситуация, о чем здесь идет речь. Для кого она будет характерна. Здесь все-таки, ребят, вопрос физической потери. Здесь не про деструктив, здесь не про перемены, неприятие перемен. Здесь, смотрите, паж мечей, поиск, как зацепиться за стабильность, потому что у человека потеряно все. То есть смерть близких людей, потеря человека. Ну или у кого-то, знаете, как... Но если вы с кем-то расстались, то для вас это может быть как вот настолько физическая, как будто потеряли человека физически, да, настолько такая вот тягостная перемена в вашей жизни, которую вы не готовы принять. То есть для вас одномоментно погиб, умер весь мир. Ну, давайте смотреть, что с этим можно сделать, если можно. Можно ли вам каким-то образом повлиять на ситуацию? 6 чаш, 9 жезлов и 2 чаш. Во-первых, постараться все-таки, насколько это возможно, хранить только позитивные, приятные воспоминания. Ну, не то чтобы закрыть от себя прошлое, постараться дистанцироваться. Причем по 2 чаш благодаря вашему окружению, близким, родственникам, друзьям, потому что 6 чаш, что 2 чаш, это близкие люди, которые вас окружают. Запитаться их помощью, их поддержкой. Потому что, как показывают карты, ну, без этого вы самостоятельно ситуацию не вывезете. Вам нужны здесь положительные эмоции, позитивного порядка. Потому что то, что происходит, ну, вас полностью как бы съело или отравило изнутри. Видите, у некоторых даже может быть здесь ситуация, не приведи Господи, конечно, но вот 3 жезлов, 4 чаш или повешенный. В лучшем случае это очень затяжная, тяжелая депрессия, депрессивное состояние. В худшем это даже могут быть мысли суицидального порядка. Поэтому здесь помощь нужна однозначно, не только со стороны близких, но и вам, скорее всего, уже нужен грамотный психотерапевт, который вам поможет справиться с этой ситуацией. Итак, да, здесь врачебная помощь, потому что, смотрите, 8 мечей, король мечей и 9 пентаклей. Это содействие, помощь как бы за деньги, то есть платить действительно человеку, который, так сказать, в ресурсе, который занимается своим делом, и по 8 мечей выведет вас из этого застойного состояния, которое вы пока преодолеть сами не можете. Как повернется жизнь, если вы последуете совету карт? Король жезлов, король чаш и колесо фортуны. Благодаря помощи, поддержке окружения, близких, благодаря психотерапии, грамотному подходу по колесу фортуны это повернуть ситуацию. То есть изменить время. Не повернуть его вспять, а, знаете, как принять и прожить происходящее и изменить свою жизнь в лучшую сторону. То есть закрыть для себя этот болезненный вопрос, этот болезненный момент.
Тем более на вопрос, вот я для себя анализирую, будете ли вы вновь счастливы, жрец, император и королева мечей. Если это касается вопроса о потере именно, ну, допустим, партнера, супруга или супруги, то здесь это может быть вопрос нового брака, причем официальных взаимоотношений. Если это просто, знаете, как касалось потери какого-то крайне близкого для вас человека, ну, то есть ментально, духовно, не обязательно это был родственник, то здесь как появится новый человек, который вас заставит воспрянуть духом и поменяет вашу жизнь в лучшую сторону. Поэтому стоит здесь действовать, не опускайте руки, все у вас здесь получится. Так, для тех, кто у нас с вами выбрал 6-й вариант. 7 жезлов. Что вам мешает быть счастливыми? От чего-то вы здесь так усиленно закрываетесь. Сейчас хочу посмотреть. От чего? От чего закрываетесь так? Мои хорошие. А вы прям кардинально здесь закрываетесь от вопросов личной жизни. Не то, что вам их не хочется, вы уже не верите никому и ничему. Вы настолько обожглись, потому что по этим картам это и хочется отношений, идет боязнь их строить, их открываться. Потому что по 5 пентаклей вы боитесь снова напороться на те же события, на те же последствия, на тот кризис, который вы переживали. Потому что те отношения, которые имели место быть, они вас разрушили. Или если у кого-то вообще не было отношений, то есть, допустим, позиция одиночки, заедлый холостяк или холостячка, то вас это очень сильно тема может угнетать. Не клеится. Колесница, 5 чаш и рыцарь жезлов. Здесь ситуация, вот сколько бы ни старались что-то поменять, все впустую. Почему? Почему? Мои хорошие. Я бы вам порекомендовала, вот хоть верьте, хоть нет, но у многих здесь идут родовые вещи, причем по линии отца. Я бы вам рекомендовала это отчитать или заняться конкретно этим вопросом, приложить максимум усилий к этому, потому что просто пытаясь выстраивать отношения, у вас здесь ничего не получится. У вас здесь как блок стоит. А вот если приложить усилия и почиститься, вот то, что я вам сказала, смотрите, дурак, 10 чаш, 6 пентаклей. Новый цикл, новая жизнь, новые отношения, создание семьи. И 6 пентаклей, помощь и поддержка рода. По 8 жезлов все очень лихо, быстро закрутится, перемены не заставят себя ждать. Вот вам нужно здесь, ну то есть это не то, что вы там самостоятельно пошли помолились. По Луне здесь нужна работа, практика, работа с лунными циклами. И как следствие вас чистить, отливать на воск, делать ряд обрядов и ритуалики. Потому что вот у тех, кто выбрал 6-й вариант, тут конкретно, сколько бы с кем бы не знакомились, не выстраивали отношения, как-то все впустую идет. Поэтому задумайтесь. Для тех, кто у нас выбрал 8-й вариант, туз пентаклей. Что у вас здесь так вам мешает быть счастливыми? Отсутствие денег, потому что по тузу пентаклей, даже если они у вас есть, это, знаете, как мало. Стремление к большему, акцент на материальном, гнаться за материальным, стремиться. Но хотя эта карта может раскрывать и другие вопросы, другие аспекты. Потому что по тузу пентаклей это не только деньги, это желание чем-то обладать. И туз пентаклей новый шанс, новая возможность, даже может быть вопрос где-то рождения. Вот я хочу раскрыть и посмотреть, что здесь по факту у вас. Так, здесь по этим арканам какова ситуация? В первую очередь, если смотреть, не клеится личная жизнь. Не клеится она еще по причине, повторюсь, отсутствия финансовых возможностей. Но вот здесь вот карта влюбленный, плюс оставалась здесь еще аркан император. Вот, да, здесь такая у вас сложная ситуация. Сейчас, секунду. Здесь не про вопрос где-то рождения, но секундочку. Да. 5 чаш, император и рыцарь мечей. Как новый шанс, причем здесь желание, если смотреть по этим картам, у кого-то или восстановить отношения те, которые были, потому что по тем картам, которые шли, отношения разрушены. Я даже не вижу, что вы стремитесь именно в новое. Туз пентаклей в связке с этими картами — это попытки восстановить старое, то есть на новый лад.
Жрица, влюбленный, двойка жезлов. Особенно это касается тех, кто был в любовных треугольниках, потому что здесь сильная страсть, сильная завязка. И вы здесь разочарованы в том, что семья не построена. Хорошо, что вам делать с этой ситуацией? Что вам делать с этой ситуацией? Да, что ж такое? Так. Мои хорошие, ну здесь я могу сказать, это оставить в памяти. Почему оставить в памяти? Потому что здесь уходить в новое. Сила — это приложить максимум усилий. Туз жезлов, королева мечей, ради себя самих отсекать, уходить. Потому что жить воспоминаниями здесь бесполезно. Шестерка мечей, королева жезлов и справедливость. Это как справедливо, критично оценить ситуацию, самих себя, что в этих отношениях вы получаете. Они вас испепеляют или они вас действительно превозносят, дают вам какое-то новое качество жизни. Здесь только в новое, потому что, смотрите, дурак, жрец и пятерка пентаклей, даже если вы попытаетесь восстановить отношения вот с этим несвободным человеком, все закончится опять плачевно. Ну, вот нету здесь будущего, здесь, ну, хорошо, каким образом вам уходить в это новое, да, вы скажете, вот не могу, нет сил. Рыцарь чаш, семерка мечей, повешенный. Это проработать в себе комплекс жертвы, комплекс привязки. Десятка пентаклей, видите, это здесь обращаться, ну, либо за помощью рода, либо, вот видите, десятка пентаклей, десятка чаш и восьмерка жезлов. Помощь, поддержка со стороны близких родственников. Но здесь еще нужно грамотно поработать с психологом. У вас, простите, но очень низкая самооценка. Попытка цепляния за то, что по сути не только вам не принадлежит, но и вас отравляет. Потому что, смотрите, Луна, семерка чаш — это отравление. Чтобы вы понимали вообще, в принципе, да, как опиат, как быть опоенным чем-то. У вас получится, если вы действительно захотите этого добиться, но не самостоятельно. Самостоятельно не вытянете. И поддержка должна быть вашего окружения, ваших близких, которые будут фокус внимания переключать на какие-то новые вещи. И, конечно, здесь должна быть поддержка психолога. Тут очень сложная работа над обретением зоны комфорта. И видите, маг — это специалист. То есть при помощи специалиста. Получится ли? Вот, финальные карты. Да получится. Императрица, девятка чаш, колесо фортуны. Новая стабильная жизнь, новый союз. И уже в официальном плане. Поэтому кто хотел, кто стремился, тот получит. Но под лежачий камень вода не течет. Помните об этом. Нужно тут будет приложить действительно максимум усилий. Так, и для тех, кто у нас выбрал 8-й вариант, двойка пентаклей. Что вам мешает быть счастливым? Проблема в том, что вы никак в жизни не можете определиться. Вот это, знаете, как мается. Мается по жизни, вот это ваша тема. То есть утром одно решение, вечером другое. Вы постоянно не уверены в своем выборе. Вам хотелось бы, чтобы какие-то важные, значимые решения перекладывали на кого-то, кто-то за вас решал, то есть плыть по течению. Если то, что вы сейчас слышите, с вами не резонирует, это не ваше, значит, вы некорректно выбрали вариант, ну, потому что речь здесь идет о тех людях, которые постоянно в чем-то сомневаются. То есть, а правильно ли я сделал это, а правильно ли я сделал то. То есть это не то, что там разово, все мы сомневаемся, да, относительно чего-либо. Это касается фактически, как я говорю, на ежедневной основе. Плюс, опять же, двойка пентаклей — это попытки всегда сопоставить, сравнивать, искать лучшее, неуверенность. А вот зачем я пошел туда, в этот университет? А вот, может, надо было быть в тот, вот там было бы лучше. А вот стоит ли мне быть с этим партнером? А вот сколько еще партнеров и там есть лучше? Это постоянное сомнение в том, что вы что-то упускаете. Сейчас даже посмотрю, проанализирую, что здесь. Восьмерка жезлов, дурак и десятка пентаклей. Это такое ощущение, что жизнь идет лихо, и вы не успеваете взять по максимуму, потому что дурак, десятка пентаклей, ощущение, что вы упускаете какие-то важные и значимые для вас шансы, цели, возможности, заработок, и как следствие у вас отсутствует из-за этого зона комфорта. Так, что вам здесь нужно проработать? Двойка жезлов, королева жезлов и десятка чаш. Вы должны понять и принять, что выбор, который вы сделали, вот который для вас является самым значимым, это выбор, который вам нужен. И не оглядываться назад, быть счастливым от того, чем вы владеете. То есть не смотреть там, у соседа трава зеленее или не зеленее, не пытаться с кем-то сравнивать себя.
не знаю, там блогеры, звезды, знакомые, кто-то еще. Не пытаться, знаете, прыгнуть выше какой-то планки. Ну, к примеру, да, вот из серии, вот там молодой сосед, 20 лет, уже многого добился, а вам там 40 или полтинник, и нет ничего. Вот вы считаете, что вы свою жизнь фактически, ну, не могу сказать, что прожили зря, но у кого-то, грубым словом так назову, просрали. Так вот нет, у каждого все приходит вовремя. И вот когда вы поймете и примете эту истину, вот тогда в вашей жизни будет все меняться в лучшую сторону. Тройка мечей, рыцарь жезлов и жрец. Не разбивайте себе душу. Здесь вам крайне важно найти наставника, духовного наставника. Это может быть и тренер по тренировкам, и действительно первосвященник, и психолог, и может быть там руководитель, наставник, то есть человек, который для вас является лидером, авторитетом. Именно он вам поможет, обозначит и подскажет, каким путем вы должны идти. Видите, восьмерка мечей, четверка чаш и тройка жезлов. Вы себя ограничиваете в перспективах, пробовать что-то новое, имеется в виду, не зацикливаться на текущем и просто сидеть ныть, а вот у кого-то лучше. Пробуйте, стремитесь, не получилось, пробуйте еще раз. Не ограничивайте себя, но цените свой выбор, то, что вы имеете на текущем этапе. И помните для себя, что вы можете достичь многого, не нужно себя закрывать. Что здесь происходит? Семерка чаш, влюбленный и повешенный. Это, по сути, страдать от своего выбора, ощущение жертвы, потому что вам постоянно кажется, что вы выбираете не то, не тех, не те ситуации. Вот просто. Ой, девятка чаш, туз мечей и девятка жезлов. Наконец-то научиться быть счастливым здесь и сейчас. Принимать то, что у вас есть. Но это только через медитации, через психологию, через гипнотерапию. Потому что, ну, просто самих себя уговорить, вот, все, я с сегодняшнего дня так считаю, ну, вы же понимаете, это не получится, это будет некорректно. Здесь только, ну, как, нужно вставлять мозги на место, вправлять их. Хорошо. Если здесь вы последуете совету карт, справедливость, король чаши, семерка мечей, это при помощи психологии, как обмануть свой разум. И понять наконец-то, что все то, чем вы владеете, что вы имеете, к чему вы стремитесь, вам достается по справедливости. Сможете ли вы добиться стабильности, комфортной жизни и того уровня, к которому стремитесь? Однозначно да, потому что рыцарь чаш, наслаждаться моментом, жрица, научиться слышать себя, к себе прислушиваться и, наконец-то, по императору обрести комфорт и стабильность. Поэтому вот так, мои хорошие, пусть так и будет. Стремитесь к лучшей версии самих себя. Вселенная вам в этом поспособствует. Но я от вас буду ждать по прошествии периода обратной связи. Как же для вас отыгрался этот расклад, эта информация. Мне будет прям очень интересно. Поэтому не забудьте черкнуть пару строк. Я вас благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии, ваши донаты. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних видео. С вами не прощаюсь. До новых встреч.